Привет! На дворе уже 2021 год, а сегодня у меня на обзоре внезапно, повторно беспроводные наушники KZ-S2. Казалось бы, зачем я их снова купил? А дело все в том, что это обновленная вторая ревизия данных наушников, которые после выхода на рынок в конце мая 2020 года претерпели некоторые изменения. К сожалению, когда точно производитель внес свои корректировки, я тебе сказать не могу. Просто в какой-то момент на Алиэкспрессе их начали продавать в новом исполнении. И вот вслед за этим под моим первым обзором довольно часто стали появляться комментарии о том, что сейчас не все так хорошо, как я описывал. И новые ревизии имеют плохой сигнал со смартфоном, и в целом изменения коснулись и других параметров. Ну и в силу того, что лично я пребывал в абсолютном восторге от первой генерации S2, о чем и рассказал в своем майском обзоре, а также по просьбам некоторых зрителей, мною было принято решение самостоятельно проверить, что же изменилось, а заодно и сравнить оба варианта. Дабы не создавать путаницы в кадре, на этот раз я купил наушники в белом цвете, а соответственно в черном у меня до сих пор на руках KZ-S2 первого поколения. Итак, давай начнем с самого начала, с упаковки. Наушники поставляются в абсолютно идентичной белой коробке из плотного картона. Внутри нас встречает кейс с уложенными в него наушниками, а под пластиковой проставкой положили кабель для зарядки USB-C, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. В принципе, здесь все идентично и никаких отличий по этой части в новой модели нет, так что переходим к кейсу. Вот тут-то нас и ожидают основные изменения. Первое, что сразу же бросается в глаза, это петля крышки. В отличие от первой ревизии, она стала пластиковой. Доводчик теперь в ней отсутствует, оттого она не фиксируется в верхнем положении. Помимо всего прочего, изменилась и внутренняя проставка крышки. Признаюсь, стало даже лучше, ведь наушники в закрытом кейсе больше не гремят, как это было до обновления. Следующее важное отличие – это отсутствие физической кнопки активации и сброса до заводских настроек, которая ранее располагалась под петлей крышки. В новой ревизии наушники надо сбрасывать, зажимая на них сенсоры. Тут уже кому как будет удобно, но лично для меня для этих целей в приоритете наличие кнопки. Несмотря на идентичные габариты зарядного кредла, которые по длине, ширине и высоте составляют 62 на 32 и на 43 мм соответственно, емкость встроенного аккумулятора производитель урезал, оставив 400 мАч против 500 в первом варианте. И вот это уже весомая разница, особенно если учесть, что в каждом наушнике установлен аккумулятор на 40 мАч. Ведь получается, что одной полноценной зарядки гарнитуры ты теперь лишаешься. При всем при этом вес кейсов отличается всего на 2 грамма, 44 в первом варианте и 42 в новом. В силу того, что емкость аккумуляторов осталась неизменной, логично было бы предположить, что и автономность на 100% громкости в новой ревизии будет идентичной. И по-хорошему так оно и вышло. В моем тесте автономности новые наушники отыграли 3 часа и 22 минуты. В прошлый раз это было 3:25. Единственный статусный светодиод состояния расположен внутри между посадочными местами самих наушников. По нему, как и в первом поколении, можно понять примерный заряд кейса. Зеленым лампочка будет гореть от 100 до 70%, желтым свечением от 70 до 30% и красный огонек загорится в интервале от 30 до 0. Что же касается внешнего вида самих наушников, то единственное изменение, которое в них случилось, это уменьшение количества зарядных контактов. Теперь их 2 вместо 3. Во всем остальном же гарнитуры полностью одинаковые, как по размеру звуководов, так и по всей форме в целом. Управление функциями мультимедиа также никак не изменилось. Одинарный этап отвечает за плей-паузу, а двойной переключает треки. На правом наушнике вперед, на левом назад. Удержание пальца на сенсоре в течение 2 секунд вызывает голосового ассистента. Управлять громкостью с наушников по-прежнему нельзя. А вот уже тройным этапом можно переключить наушники в High Performance режим с низкой задержкой. В PUBG Mobile полет отличный, задержка в моем тесте была в интервале от 80 до 100 миллисекунд, так что поиграть в принципе можно без особых проблем. Конечно же, если ты не профессиональный игрок, тут кроме проводов тебе ничего не поможет. С YouTube, как обычно, все так же хорошо, аудиодорожка от видео на слух не отстает. Что же касается качества самого звука, то я благодарен всем тем, кто попросил меня купить новую ревизию. В очередной раз я кайфанул от прекрасного и чистого звучания. С момента выхода первого обзора я уже успел немного подзабыть, насколько эти наушники хороши по части звука. Как ты понимаешь, он ничуть не изменился, и это очень радует. Наушники по-прежнему выдают великолепную частотную картину. Помимо всего прочего, для чистоты эксперимента я слушал обе пары в одинаковых амбушюрах, разумеется, не в комплектных. Ведь несмотря на то, что теперь амбушюры
из коробки и имеет разный размер, они по-прежнему мне не подошли. Видимо, зная данную проблему по отзывам покупателей, продавец заботливо положил в мою посылку 3 пары пенных амбушюр, что тоже добавляет ему плюсик в карму. Разумеется, они оказались намного удобными, но появилась другая проблема. При их использовании крышка кейса до конца не закрывается, а зарядные контакты не достают до ответных на самих наушниках. Таким образом, посадка с подобного рода амбушюрами хоть и лучше, но заряжать наушники при таком использовании неудобно. Но теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в обновленных наушниках KZ-S2. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках KZ-S2. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции открываю окна, набираю потихонечку скорость. И, собственно, вот таким образом отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования, если ты вот будешь с открытыми окнами ехать в машине. Вот как-то так, Ну и по традиции второй тест с печкой обновленных KZ-S2. Вот таким образом они звучат. Максимум шума я прибавил, сейчас выкрутил. Потихонечку сейчас печечка будет набирать обороты. И уже через секунд 5 ты будешь слышать максимальный шум в этом салоне. Ну, если, конечно же, здесь не отработают нормально шумодавы. Вот как-то так это работает. Подключение наушников к смартфону происходит, как и раньше, по изъятию их из кейса. Ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один оставит на зарядке. Интерфейс связи здесь Bluetooth версии 5.0. Ну а теперь настало время ответить, наверное, на самый важный вопрос, касающийся данной модели. Это стабильность соединения. Вопреки всем слухам, отзывам и комментариям, конкретно в моем экземпляре по этой части, как оказалось, проблем нет. И тут, естественно, возникает резонный вопрос, как же так получилось? Либо я настолько везучий и мне попался хороший экземпляр, что очень даже вряд ли, либо доля брака не столь велика, как это может показаться, если читать отзывы на различных ресурсах. В момент теста я находился за городом на своей даче, и в деревянном доме сигнал спокойно проходил несколько стен, двери, перекрытие второго этажа, и даже при выходе на улицу, когда телефон находился на втором этаже, я мог отойти от дома на расстояние в 5 метров. А вот дальше уже начались обрывы, но ты сам понимаешь, насколько это сильный сигнал. И тут хотел бы уточнить, что тестировал я наушники с новым Poco X3 NFC, а также специально подключал их к своему старому смартфону Mi Note 3, так сказать, для чистоты эксперимента. И даже при использовании третьего ноута картина была такой же. Но на доме я не остановился. Приехав в город после выходных, я проделал то же самое и в квартире. Результат получился идентичным. Пару стен и балконную дверь наушники спокойно преодолели. А находясь на улице в длинной куртке с телефоном в кармане штанов, я также не ловил даже мельчайших обрывов во время ходьбы. Таким образом, мне сложно сказать, что конкретно было со связью у тех людей, что на нее жаловались в своих отзывах, ведь у меня с этими наушниками все оказалось хорошо. Признаюсь, после всего того, что я прочитал в комментариях, доля сомнений у меня появилась, ведь с моделями S1 и S1D третьей ревизии, что я покупал для обзора, в KZ явно начали сильно экономить в производстве, что и сказалось по итогу на их качестве. Но теперь, когда я все проверил лично, могу констатировать в очередной раз, что KZ-S2 прекрасные наушники с потрясающим звуком, даже в новом исполнении. А уж покупать их или нет, решать в конечном итоге только тебе. Я все проверил, сравнил и уже второй раз о них рассказал. И вот на этом, собственно, на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующих моих видео. Пока-пока.